Как проявляются наши болезни и как каждый из нас позволяет им проявляться. Существует два вида. Первый – инфекция. Это вторжение другого организма. Ты чья-то пища или чей-то дом. Так что тут совсем другое дело. Их нужно уничтожить. Но, на мой взгляд, только 25-30% болезней в мире сегодня являются инфекционными по своей природе. Все остальное хроническое. Это значит, что люди виноваты тут сами, они заняты созданием своих собственных недугов. Я считаю, что каждый человек имеет целый букет таких болезней. И это сбивает врачей с толку. Итак, как же это проявляется? Мы должны понимать. Каждая клетка человеческого организма запрограммирована на жизнь и здоровье. В то же время, одна и та же отдельная клетка также запрограммирована на смерть. Когда придет время, она начнет демонтировать систему определенным образом. Но программирование на жизнь, благополучие, здоровье тоже существует. Программирование на смерть тоже присутствует. Если вы каким-либо образом формируете неправильный запрос, если ваши сообщения неверны, то некоторые клетки начинают работать на вашу смерть. Все эти болезни в определенном смысле работают над разрушением жизни, поскольку они каким-то образом получили такое сообщение. Вы не посылаете четкого запроса вроде «я хочу быть здоровым», «я хочу жить хорошо». Этого послания у них нет. Сегодня, если вы сердитесь на кого-то, когда вы сердитесь или обижаетесь на кого-то, вы едва ли влияете на них, вы отравляете себя. Сегодня есть существенные медицинские доказательства, свидетельствующие, что вы буквально химически отравляете себя. Итак, когда вы сами отравляете себя, какое сообщение должна получить клеточная структура в организме? Сообщение доходит до всех. И даже если 2% из них верят, что вы хотите умереть, ведь вы отравляете себя, тогда они начнут работать над этим. Так конфликтующие, различные процессы происходят с вами. Одна группа клеток работает на ваше благополучие, другая работает против вас, и это проявляется различными способами. Я выражаюсь упрощенно, но в некотором смысле именно это и происходит. Неправильные сообщения отправляются каждый день. Негодование, гнев, страх, тревога. Это все яды, которые вы пьете, но вы ожидаете, что умрет кто-то другой. Жизнь так не устроена. Если отравлен ты, ты умрешь. И потому что сегодня мы все делаем в рассрочку. У нас и смерть тоже в рассрочку, и мы называем это болезнями. Как могут доктора вдохновить нас на здоровье? Понимаете, самое главное — это сделать человека заинтересованным в своем здоровье и благополучии. Они должны быть преданы этому делу. Но этого вовлечения нет. Я вижу, за пределами больницы медицинские работники стоят и дымят сигаретами. Как они могут заставить кого-то заботиться о своем здоровье? Первое, что нужно сделать, чтобы человек был предан делу своего здоровья и благополучия. Если он предан делу, он станет сознательным в отношении того, что нужно есть, что не следует есть, что нужно делать, что не следует делать. Если это войдет в его жизнь, половина проблемы решена. И далее конкретное решение для конкретного недуга, от которого они страдают.